свои почтительные поклоны. And offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter of His lotus feet. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Our respectful obeisances are unto you, O spiritual master, servant of Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Dev and delivering the Western countries, which are filled with impersonalism and voyeurism. Om Jnana Tamadamdasya Jnanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge. I welcome you. My name is Gargамуни Das. Мы всех приветствуем, имя прабху Гаргамуни, прабху. I joined in 1966, Он присоединился в 1966 году, 55 years ago, 55 лет назад. probably before you were born. Наверняка это перед еще вашим рождением. You were born when? You were already born. Вы были уже рождены. That's okay. Это нормально. Плохо слышно, да? Нет, ничего. Садись поближе, поближе. Всем остальным слышно, при этом? А? Фэн? Maybe this fan is making noise. Maybe some will Всем слышно, всем удобно. Если еще поближе, тому, кому не слышно. Может, вы сядете лицом сюда, чтобы звук... Так, конечно, лицом смотрите. Вот. Я ухом сюда, а лицом сюда смотрите. Нормально? So, my only connection with Krishna is through Prabhupada. Моя единственная связь с Кришной только через Прабхупаду. You cannot approach Krishna independent of his spiritual master. Мы не можем приблизиться к Кришне независимо без духовного учителя. So Krishna says it's better to glorify his pure devotee Кришна сказал, что лучше прославлять его чистого преданного, than himself. чем его самого. So that's what I do. Это то, что я делаю. I glorify Srila Prabhupada because he introduced me to Krishna. Я прославляю Шрилу Прабхупаду, почему? Потому что он представил меня Кришне. If he hadn't come on the ship, the Jaladuta, we wouldn't know who is Krishna. Если бы он не сел на этот корабль Джаладуда, мы до сих пор бы не знали, кто такой Кришна. So this started in when Prabhupada first became serious was when he received the last letter you can read from Bhaktisiddhanta on December 3rd, 1936. То есть это письмо Прабхупаде, датированное декабрем, 3 декабрем 1936 года, то, что легло в основу этой миссии. This is the last instruction Это последнее наставление, that Prabhupada received from his Guru Maharaj. которое Прабхупада получил от его гуру Махараджа. And he printed it in his Back to Godhead of 1944. И он распечатал это, тиражировал в своем журнале «Назад к Богу» в 1944 году. You can translate that? Попытаемся сейчас перевести. Так, This is последнее what наставление. Prabhupada is speaking here. Так, Прабхупада говорит с второго абзаца. Это может быть... Now it comes back.
перед тем, как оставить этот мир, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур отправил письмо из Пури, датированное 3 декабрем 1936 года, адресованное мне и моему долгу исполнения его миссии в этом мире по распространению религии и божественной любви, как то было дано нам Господом Чайтаньей. И в ходе написания этого письма он написал следующие строчки, которые говорят вот эти строчки. Я полностью уверен, что ты можешь объяснить на английском, дать все идеи и аргументы людям, которые осведомлены или знающие в языке, это принесет большую удачу всей аудитории и вам, и тебе. И я имею большую надежду, что ты благодаря своему хорошему английскому, как хороший проповедник, ты будешь служить миссии и что-то сделаешь, какое-то впечатление на людей в общей массе и философов современной эпохи и религии, религиозности. И я консультировался с моими доброжелателями, друзьями, кто был способен помочь мне в этом великом предприятии, которое вдохновлено в этой связи. И это все из журнала Back to God 1944 года, датированное ВДБизом. So this was the last instruction Это было последнее наставление, Prabhupada received, которое Прабхупада получил. and it was the impetus for Srila Prabhupada to begin his movement. И это был импульс для начала Шрилы Прабхупады миссии. But Prabhupada was a grihasta Но Прабхупада был грехаской with 3 children. с 3 детьми. Should he leave his 3 children? Что он должен оставить 3 детей? No, that is not in the Vedic culture. Это не является ведической культурой. You cannot leave your responsibility and go off and forget about your family. То есть мы в ведической культуре мы не можем оставить свою ответственность и отправиться куда-то. То есть это не является культурой. So Prabhupada's idea was to make a lot of money in business and then start his movement. И идея Прабхупады в первую очередь была в том, чтобы сделать много денег и потом начать свою миссию. And he was very successful in his business as a compounder, making medicines, Ayurveda medicines. И он был первое время довольно-таки успешен в производстве различных лекарств And marketing them all over India. и продавая их по всей Индии. So that was Prabhupada's idea, Это была идея Прабхупады, but that was not Krishna's idea. но это не была идея Кришны. He had another idea А Кришна имел другую идею. by taking everything away from Prabhupada, Он хотел забрать все у Прабхупады, everything material. все материальное. So Prabhupada tells the history that in 1950 he left all family connections when the sons were grown up. И в 1950-м, когда его сыновья выросли, Шрила Прабхупада порвал связи с семьей. And in 1953, Prabhupada, he was writing back to Godhead В 1953 году Прабхупада он писал from журнал his house. «Назад Богу» в его собственном доме это было. This is the first issue of Back to Это Godhead первый выпуск журнала in «Back to God» 1944. в 1944 году.
You see, and he was doing this all in his house. И все это он делал в своем собственном доме. This was a house Это его дом. that Prabhupada was living in 1944, Это там, где он жил в Калькутта. 1944 году в Калькутте. and he would do his Back to Godhead И он печатал журнал «Назад к Богу» in this house. в его доме. He had a tenant in this house. И он имел хозяина в этом доме. Yeah, he was renting Хозяин. some room. Тот, кто арендодатель, ну тот, кто Who was платил living аренду. there? Who was living there? Кто там жил? Вопрос. Does anybody know? Кто-то знает? Sridhar Maharaj. Это был Шридар Махарадж. He was Prabhupada's tenant. Он был арендодателем Шрилы Прабхупады в этом доме. Prabhupada's godbrother Это был духовный брат was Прабхупады. his tenant. Он был тем, кто платил аренду And they Прабхупады. had many discussions on Krishna consciousness. И они имели очень много обсуждений на тему сознания Кришны. And Prabhupada would do his writing, И Прабхупада писал свои записки, свои статьи. later on, the Back to God had improved. И несколько позже это название «Назад к Богу», и вообще это This is издание from было немножко усовершенствовано. 1957, Это 57 год. and he would do this, and then he would go to the tea stalls И затем он иногда отправлялся в чайный ресторанчик and distribute Back to God. и распространял эти журнальчики. He didn't just sit in his room and write. И просто он возвращался назад, сидел в своей He комнате и was a писал. preacher by nature. И он был проповедник по природе. Prabhupada loved to preach, Он очень любил проповедовать. you see. So it wasn't just a sitting affair Это не было просто, of writing. это не просто было какое-то заседание и написание этих And вещей. why did Prabhupada choose the name Back to Godhead? А как вы думаете, почему Прабхупада Who выбрал knows? это имя «Назад к Богу»? Кто-то знает? Why? Почему? You don't know? Ну, никто не знает. Oh, half your life is wasted. Тогда ваша жизнь прошла даром. So Prabhupada tells us, Прабхупада сказал нам, you can translate this? Ну, потому что мы пришли оттуда, и мы должны возвратиться. Самая идея, because we came from there. And Okay, I'll read a little bit and then you translate. So everybody is interested in going back to home, back to Godhead. Каждый заинтересован в том, чтобы отправиться назад домой к Богу. Therefore, our magazine is Back to Godhead. Поэтому этот журнал называется «Назад к Богу». But everybody in the world is interested in going forward. Все в этом мире заинтересованы в том, что отправиться вперед. Development, Развитие, increasing sense gratification. увеличить чувственное наслаждение. But we want to go backwards. Но мы хотим отправиться назад. We don't want to go forward. Мы не хотим идти вперед. We want to go back to Godhead, Мы хотим идти назад к Богу, not increase our sense не gratification. увеличивая свое чувственное наслаждение. So that's why Prabhupada chose the word back to Godhead. Поэтому Прабхупада Because выбрал we это go название. backwards, not forwards. Мы идем назад, не вперед. We go back to the old. Мы отправляемся назад к старине. We don't invent the new. Мы не изобретаем что-то новое. There is no new ISKCON. Ничего нет нового в Искон. There's only the old ISKCON. Это старый Искон, That's 120 million years old. который 150 миллионов лет назад When был Krishna создан, spoke the Bhagavad Gita. когда Кришна рассказал Бхагавад-гиту. So that's the main reason why he chose back to Godhead. Это главная причина того, почему он избрал это название «Назад». So then he took sannyas, Затем он принял саньясу, but before he took sannyas, he wanted to do more preaching work. но перед тем, как он принял саньясу, он хотел сделать больше проповеднической работы. And in 1953, И в 1953 Srila Prabhupada organized an organization called the League
of Devotees. И в 1953 году Прабхупада создал движение Лига преданных. In Jhansi, UP, in this state. В Джханси, это UP, это Уттар-Прадеш в этом штате, в этой провинции. And this incorporation in India became the basis for the incorporation of ISKCON in New York. И эти инструкции, они были как база, фундамент для новых, как они называются? The same principles in this Принципы ИСККОН. Да? League of Devotees was the same principles of ISKCON. То есть те же самые принципы, которые, цели ИСККОН, да, которые были в Лиге old. преданных, они легли в See, основу back to нашей. the old, not to the new. То есть There was no Прабхупада, new. он двигался назад, к старому, да, то есть ничего нового не изобретал. Existed in Prabhupada's brain way back in 1953. То есть ИСККОН уже существовал в мозгах Прабхупады в 1953 году. So Prabhupada had a very nice property that he rented. И Прабхупада имел очень хорошую собственность, которую он арендовал. And this was the League of Devotees Center. Это был центр этой Лиги преданных. And he would give discourses, lectures on Bhagavad Gita, and all the intelligentsia, doctors, lawyers, students, Sanskrit students, they all came to hear Srila Prabhupada preach. И он давал очень хорошие лекции, семинары по Бхагавад-гите, и вся интеллигенция, все профессора, студенты разного рода. This is разные Prabhupada люди preaching приходили. in Jhansi. И здесь нарисовано, как Прабхупада проповедует в Джанси. So Prabhupada was very active before he came to the West in preaching. И Прабхупада был очень активен до того, как он приехал на Запад и проповедовал там. And he even installed a deity there И даже он инсталлировал божество там. of Lord Chaitanya. Это Господь Чайтанья. Where is this deity now? А как вы думаете, где это божество здесь? Сейчас. Who knows? Кто-то знает? Майпур. Чатрадам. In the room of Indra Prabhu? No. Нет. Who started that nonsense? Кто это It's not придумал true. эту чепуху? Это не You have правда. to get your history right, otherwise people will create all nonsense. Вы должны свою историю очень хорошо знать. This is in иначе- Keshav Maharaj's ashram in Mathura. Это в Ашраме Кешава Махараджа You Мадхури. can go there and see it. А вы можете отправиться туда увидеть. Кешав Джигаудия Мах. Yes. In Mathura. Там, где саньяса, по-моему. That deity is there. Because Prabhupada, there was a fight for that property, and Prabhupada just left it. И там было сражение за эту собственность, но и Прабхупада как-то оставил. He didn't want to go to the courts. Он не собирался идти в суд. Somebody wanted, very high in the government, wanted this property. Кто-то из правительства, очень высокий пост, хотел получить эту собственность. So Prabhupada had to leave this property. И Прабхупада ее оставил. So he put the deity in Keshav Maharaj's ashram in Mathura. И он оставил это божество в Мадхуре, в этом ашраме Кешава Махараджа. And this is one of the first letterheads of the League of Devotees. Это одно из первых таких главенствующих писем в этой Лиге преданных. Prabhupada had members. It was very successful, but Krishna had other plans for Prabhupada. И Прабхупада он был достаточно успешен, но Кришна просто имел другие планы для Прабхупады. And so a friend told Prabhupada Один друг that rather than you write back to Godhead magazine, what do people do with magazines after they read them? Один друг сказал Прабхупаде, что люди будут делать с этими журналами Back to Godhead после того, как они прочитают. So any magazine you read, what do you do with it? После того, как вы прочитали журнал, что вы будете делать с You ним? throw it away. Вы выкинете его. So a friend told Prabhupada, why don't you write books? И один друг сказал Прабхупаде, почему бы тебе не написать книгу? Because people don't throw away books. Потому что люди обычно не выкидывают книги. So Prabhupada started to write his Srimad Bhagavatam. И с тех пор Прабхупада стал писать Шримад Бхагаватам. But that wasn't until 1960. Но это было до 60-х.
And so Prabhupada, you have to blow this up to see it. Сейчас мы пока откроем. So he went to Radha Damodar. This was the old Radha Damodar. И вот он отправился в храм Рада Дамодара. Это старый вид храма. This was where Prabhupada lived, Это справа, видите, где комната Прабхупады. and this is where he cooked. И слева это кухня его. You see, that Radha Damodar. There was no electricity. Prabhupada had to put his own electric there. И там не было электричества, Прабхупада должен был установить свое собственное какое-то And there was устройство. no для water. Там не было воды даже. How does he take bath? Как можно принимать омовение? So early in the morning, Да, yeah, this is the old Radha, yeah. Это старый, да. The new Radha Damodar is different. Сейчас новый храм, он под другой. But I go back. I go Мы back. идем назад. I don't go forward. Мы идем вперед. I like the old one. Нам нравится старый. I believe in going backwards. Я верю в то, что мы Back to должны Godhead. возвращаться назад. So, how did Prabhupada get water? И как Прабхупада устроил себе омовение, воду? Who knows? Кто-то знает? Nobody knows. Никто не знает. So Prabhupada had this one lady, her name was Sarojini. И одна женщина, She was an old lady. она была старая, ее звали Сара Джини. At 4 o'clock in the morning, В 4 she утра. would bring water from the Jamuna in Yeah. buckets. И она приносила в ведрах воду с Ямуны в 4 And утра. Prabhupada could take his bath and also cook. И Прабхупада таким образом мог принять омовение и приготовить Otherwise, there что-то. was no water. А иначе не было никакой воды. Там Ямуна недалеко. And even Prabhupada in Radha Damodar, this is 1962 or 1960, 1960, he was preaching. This is Prabhupada here. И даже можно видеть в This is the 62-м. governor of Uttar Pradesh. See, Может, Prabhupada preached to the higher class people, just like Krishna spoke to the kings, Arjuna, and the Pandavas. He didn't speak to the older class. Prabhupada always chose the higher class people. This is Gaurchand Goswami. He was the one who in charge of Radha Damodar. His son is there, you see. But this is the father. Его зовут Гаурачанд Госвами, он был ответственный за храм, и сейчас его сын управляет. А справа от Прабхупады или слева это был правитель Уттар-Прадеш. Прабхупада проповедовал высшему классу общества, как Кришна проповедовал царям. And Prabhupada's room was very simple. This is how he lived. И вот смотрите, эта комната Прабхупады очень простая, это как он жил, видите. See, this is made of rope, coconut rope. Это кровать сделана из веревок кокоса. When I came to India, I slept on one of those beds. Когда я приехал первый раз в Индию, я спал на They таких cost кроватях. 25 rupees. Они стоят 25 рублей раньше. Because you couldn't sleep on the floor because the snakes would come and bite you. Потому что нельзя было спать на полу, так как змеи могли приползти и укусить вас. So it's not so bad now, but at that time there were many snakes. В то время было очень много змей, сейчас не так плохо. And this is Prabhupada's trunk. Здесь Steel Прабхупада trunk. сундук металлический. Now this steel trunk is very important for you И этот сундук металлический очень важен даже для нас, для вас. because you're from Russia, right? Почему? Потому что вы из России, правильно? So what do you think was in that trunk? Как вы думаете, что было в этом сундуке? Рукописи. No, many nice treasures. Очень много разных сокровищ. But what were they written on? Because Prabhupada would write by his own hand the translation of the scriptures. He was doing Nectar of Devotion. He was doing Chaitanya Chaitamrita, Bhagavad Gita. He was doing all this by hand, in his own handwriting. Прабхупада он перевод делал, своими собственными руками писал эти все важные книги, читание Чайтамрита, Нектар преданности, Шримад Бхагавата. So in 1972, Prabhupada sent me there И в 1972 году Прабхупада послал Прабху туда, because at Radha Damodar was run by 3 different groups, так как в то время Рада Дамодар управлялся 3 различными группами. and they were all fighting for possession
of the temple. И они все сражались за имущество храма. Many corruptions, Очень много коррупции. you see. So one of the groups wanted to take back Srila Prabhupada's rooms И одна из групп хотела завладеть комнатой Прабхупады and put new locks on there. и So поставить Prabhupada свои couldn't замки, go. чтобы Прабхупада не мог зайти. Because Prabhupada was in America, he was in America or India. He very rarely came here in the early days. Так как Прабхупада был в разъездах в Америке или в Индии, он не мог зайти туда, чтобы они сходили. So Prabhupada said, Gargamuni, you go and protect my rooms. И Прабхупада сказал: Гаргамуни, отправляйся туда и защити мою Okay. комнату. I'm ready to fight. Я сказал: окей, я готов сражаться. I was 20, 22, 23 years old. Я был 22-23 года. Now I'm 74. 74 мне. So I went there, I broke the locks Я отправился туда, я сломал замок and put Prabhupada's locks, и поставил and I put a Прабхупаду, signboard и поставил табличку. outside saying ISKCON Temple, И написал: храм Искона. branches all over the world. И филиалы по всему миру. So this means we were in possession of these rooms. То есть это значит, это наша собственность, это комната. So I had to sit there for about 2 months И я должен был сидеть там более 2 месяцев. and file a case in Mathura. I had to file a case, a legal case in Mathura И я должен был court, подать в суд дело, то есть представить в Мадхуре. which I did. Что это я сделал. So what am I supposed to do there? И, Just sit there? и что я предполагал, я сделал бы там? No, I found a treasure. И я нашел на самом деле там сокровища. I looked in this box Я посмотрел в этот and I ящик, found all these papers. и я нашел все эти бумаги. And I happened to carry with me a small typewriter. И получилось так, я привез с собой маленькую машинку. And I started reading Prabhupada's handwriting, И я начал читать эти рукописи which Прабхупады. is a little difficult to read. И так как они были очень трудные для But I learned понимания. how to read it and then type these. These were manuscripts И эти манускрипты я выучил, как их читать, и начал их печатать, written on papers. написанные на бумагах. But what were these? Where were these papers from? И откуда же эти бумаги пришли? They were Russian embassy newsletters. Это были русского посольства, как это называется, журналы или выпуски. See, the Russian embassy would issue weekly newsletters of the current events of the world. И русское посольство, оно выпускало различные, тиражировало выпуски новостей по всему миру. And after that week, they would be thrown away. И потом, через неделю, они должны были быть выкинуты. Because that's what you do with a newspaper. Who saves a newspaper? Это то, что мы делаем с газетами. We have Bhagavatam, the news of the spiritual world, but we never throw it away Мы имеем новости из духовного мира, это Бхагаватам, мы никогда ее не выбрасываем, because it's eternal. потому что это вечное. But the daily news, who cares? Но ежедневные You новости, throw it away. кто беспокоится, мы их выкидываем. So in those days, it was expensive to buy a writing book. В то время было дорого купить написанную книгу. You could buy papers by the kilo. Можно было купить бумаги по килограммам, по весу. So Prabhupada would spend 1 or 2 rupees and buy a kilo, 2 kilos of papers. И Прабхупада, он тратил 1-2 рупии для того, чтобы купить килограмм-два там бумаг разных. And those papers were Russian embassy newsletters. И эти бумажки, они были из русского посольства газеты. And Prabhupada would read those newsletters to understand the news of the world. И Прабхупада, он читал эти газеты, чтобы понять новости мира, что происходит. And then write in his Back to Godhead, И потом писал это же в своем журнале «Назад the в Бога». Krishna conscious view Перспективу или of the news of the day. через сознание Кришны, как новости дня. So this indicates that Prabhupada had Russia in his mind. То есть это указывает на то, что Прабхупада, он уже держал Россию в своем уме. And this is in the 1950s and 60s. Это было в 50-х, 60-х годах.
So he must have wanted to go to Moscow, И он уже планировал отправиться в Москву. which he did in 1971. И то, что он сделал в 1971 году. So I used to type these manuscripts and send them to New York. И я обычно писал эти манускрипты, отправлял их в Нью-Йорк. So these manuscripts, they're preserved И эти манускрипты уже by the сохранены Bhaktivedanta archives. в архиве Бхактивиданты. So this is, I want to show you, this is where Prabhupada took his prasadam. Это комната, где Прабхупада принимал He просад. would cook here. Он здесь готовил. And this window, you could see Rupa Goswami's samadhi. И это через это окно можно было увидеть самадхи Рупы Госвами. So this was his meditations. You see this, how simple Prabhupada lived, like a real Goswami. Это было очень простое место. Он жил как обычный Госвами, как настоящий Very Госвами. simple living, but his brain was high thinking. И очень простая жизнь, но его мышление было очень возвышенное. Его медитация была здесь. So then he thought, for writing and publishing, he had to go to Delhi. И потом он думал, что для публикации, для своих написаний он должен был отправиться в Дели. And so therefore, И поэтому he went to a place called Chippiwada. И потом он отправился в место, где называется Чиппивара. How many of you have been in Chippiwada? Кто из вас когда-либо слышал или бывал в этом You месте? haven't been there in Delhi? Никогда не Old были? Delhi? В старом Дели? You've been very good. Очень That's a хорошо. holy place. Это святое место. That's where Prabhupada mostly wrote the Bhagavatam, and he published the Bhagavatam in Chippiwada. Это то место, где он написал Бхагаватам и публиковал его в Чиппиваре. And this was his room there. И это была его комната там. His room is still there. Все еще она существует там. You see? His room is still there. So he came here in 1960, Он переехал туда в 60-м году, 60 years ago. 60 лет назад. And he did his writing, and he had a typewriter by then. И там он имел машинку печатную. The name of this typewriter was Corona. Not the 19. Эта машинка This называлась is Корона. different Corona. Но она This won't kill you. не Корона 19, эта Корона не убьет вас. This Corona gives you mukti. Эта Корона даст вам освобождение. The other Corona, you're finished. Другая Корона вас And who knows порешит. where you go. Кто знает, куда вы отправитесь. So Prabhupada typed all his manuscripts for Bhagavatam on the Corona И Прабхупада написал все манускрипты to Бхагаватам liberate everybody. на Короне, чтобы освободить всех вас. So don't worry, this won't kill you. Не волнуйтесь, это вас не убьет. You see. Снимите маски. So this lived, if you've been there, look how small the lanes are. И если вы были там, вы увидите, как узкие эти аллейки So там. small, Prabhupada had to walk up and down. See, ISKCON is there. И Прабхупада должен выходить туда-назад, и уже Искон видит They обычно. bought the building where Они- Prabhupada lived. Они купили это здание, It's a где Прабхупада temple. жил. Это уже храм. Prabhupada lived in a temple. It was called Radha Krishna Temple. И это называлось Рада Кришна храм. But the property was in the name of the deity. Но And the deity's name is Radha Vallabha. и собственность была на имя божества, которого звали Рада Валабха. And it's still there. That Yeah. deity must be 300 years old. И это очень старое божество, им более 300 лет. You see. So Prabhupada had to walking down all these lanes for printing, binding, buying paper, all by himself. И Прабхупада должен был делать всю работу. Он должен был ходил, покупать бумаги, переплетать книги, тиражировать, все. He did the editing, he did the typing, Он делал редакцию, он делал напечатание. everything. He was a one-man army. Он был один человек, армия одного человека. So much energy and strength. Столько силы и энергии. But one time, he was walking down this lane, and one big bull А однажды он шел по этим узким улочкам и knocked вышел, Prabhupada down. Because if a bull comes down, you can't go forward, you have to go backward. и вышел огромный бык, и он
You've seen bulls in ударил Vrindavan. They're Прабхупада. very dangerous. You can't get near the bull. No. То есть, если идет в узком проходе бык, вы не должны идти вперед, вы должны And идти Prabhupada назад. got injured from the bull. So it was И Прабхупада даже danger. получил ранение And от there этого was no быка. one there to help him. Никого не было, кто бы помог ему. So this is the deity that's still installed there, Radhabalaba. И это те же божества, которые там все еще Next инсталлированы time you go to Радавалом. Delhi, go to Chippiwada and get benefited from the tirtha. И в следующий раз отправитесь в Дели, отправляйтесь в Чипивару и получите всю выгоду от посещения Святой Тиртхи. And Prabhupada, this is a picture of him sitting on the roof where he had his room with his Bhagavatams. Эта картинка показывает, где он сидел на крыше 1965. своей комнаты в 1965 году и лежат книги Бхагаватам. You see? And this is the Prabhupada had to go and check how they were printing. И иногда Прабхупада должен был отправляться проверить, как они печатают Бхагаватам. He had to do everything himself. Он должен был делать все сам. He had no disciples. He had nothing. Он не имел учеников, не имел You ничего. see? So he had to go check everything, make sure it was printed properly. И он должен проверять, как все правильно And печатать. this is the actual press that printed the И Bhagavatam. это печатный станок, который печатал Бхагаватам изначально. It was still around. It was written in Back to Godhead. А это все еще там, тот, который печатал назад к Богу эти журналы. And the first book that Prabhupada printed in 1959, before the Bhagavatam, was Easy Journey to Other И Planets. первая книга, которую он написал в 1959 году до Бхагаватам, это была «Легкое путешествие на другие планеты». Why did he write this book? Почему он написал эту книгу? Does anybody know? Кто-то знает здесь? Полет на Nobody Луну. knows. Освоение космоса началось. Да. Ну, политическое событие. It starts with the word Sputnik. Спутник. Начинается со слова «спутник». Sputnik. When the Russia sent the Sputnik, that's why Prabhupada wrote Easy Journey to Other Когда Planets. русские отправили спутник на орбиту, то Прабхупада написал из Again, Russia comes into Prabhupada's brain. Опять Россия пришла в Прабхупады. That was the impetus for writing, Это был импульс для написания. explaining how you can go to other planets. Прабхупада объяснил, как надо отправиться на другие планеты. Not by sending a dog in a satellite, Не отправляя собаку в спутники, never to come back again, которые никогда не возвращаются or обратно. go to the moon. И все идут на It's still flying Луну. around with a dead dog. Это все еще летает там на орбите с этой мертвой собакой. That will be the result of man going to the moon. You'll revolve around with your bones. То есть такой бы результат был отправления человека на Луну. Он Because так you бы can't go вращался, to the moon artificially. мертвые кости бы там летали. Вы не можете искусственно отправиться на Луну. You see? Actually, no one has gone to the moon. They went to Rahu by mistake. Никто не отправился на Луну. На самом деле они побывали на Раху по ошибке. Because the moon is farther away than the sun, Потому что Луна на самом деле дальше, чем Солнце, according to Vedas. в соответствии с ведами. So they didn't go to the moon. They think in their brains, because they can't see. They only go by radio signals. Well, who knows radio signals? What's a radio signal? It's no proof. A radio signal. You have to see with your eyes. That's science. То есть они не могли видеть своими глазами, они только следовали по радиосигналу. Это не есть доказательство. И, то есть поэтому, то есть на самом деле то, что они думали, это все чепуха. So Prabhupada was preaching even to the prime minister at that time, was Prime Minister Shastri. И Прабхупада даже He проповедовал, died in Russia, by the way. даже он проповедовал Again, Russia comes премьер-министру, into Prabhupada's brain. его звали Шастри, Бахадур Шастри. Yeah. Это был премьер-министр Индии, он умер, кстати, в России. Prabhupada's presenting him with Bhagavatam because the prime minister was a Sanskrit scholar. И этот премьер-министр, он был санскритский ученый на самом деле. So he very much liked the way Prabhupada translated, giving the Sanskrit along with the English. И ему очень понравилось, как Прабхупада представил его издание, переводя пословный перевод английский с санскритом вместе.
Nobody has ever done that. Никто никогда не делал такого. They make a translation, but they don't give the Sanskrit and they don't give the meaning for each Sanskrit word. А кто-то переводил Nobody's уже ever done this before. санскрит, но никто не делал пословный перевод. Prabhupada's the first one to do this. Прабхупада это тот первый, кто сделал это. So this was Prabhupada's preparation for going. Это было приготовление Прабхупады к отправлению. And so Prabhupada, we did that one. Prabhupada in 1965, Итак, Прабхупада в 1965 году he finished the third volume of the Bhagavatam. он закончил третий том Бхагаватам. And that's why when Rupa Goswami appeared И в тот момент к нему явился сам Рупа Госвами. and told Prabhupada, now you go to preach in the West. И он ему сказал лично, сейчас ты должен отправиться на Запад. But Prabhupada had no money. Прабхупада не имел денег. He was barely surviving on the sales. He was selling 1 volume, 2 volumes of the Bhagavatam. И он тяжело выживал на продаже нескольких томиков этих книг. It was 18 rupees. 18 рупий она стоила. How do you go to America with 18 rupees? Как вы можете отправиться в Америку с It's 18 рупий? impossible. Невозможно. So Prabhupada, he used to have programs in people's houses. И Прабхупада обычно очень присоединялся к программам на таким домашним программам. So one man from Agra И один мужчина из Агры in 1954, в I'm sorry, sometime maybe it was 1965, 65-м даже это было. he invited Prabhupada for a program in Agra, Он пригласил этого человека, Прабхупаду, на программу в Mr. Агру. Agarwal. Его звали мистер Агарвал. So after the program, they were talking, И после программы они немножко разговаривали. and so they were talking, and Mr. Agarwal said, well, my son, he lives in America. И потом после программы он сказал, что на самом деле мой сын живет в Америке. And Prabhupada said, yeah, I want to go to America and preach. И Прабхупада сказал, ой, я как раз собираюсь в Америку на проповедь. So Mr. Agarwal, he said, oh, I'll help you, И он сказал, ой, я на самом деле помогу вам. because you couldn't go to America from India in those days. Вы не могли были отправиться из Индии в Америку в те There was a law against Asians from coming to India, to America. Тогда был закон, который не позволял азиатским иммигрантам появляться в Америке. This dates back to 1920. Это в те времена, в 20-х годах. In the early 1900s, thousands of Sikhs, Punjabis, came to California. Еще в начале века, в 1900-х, много сикхов из They were Пенджаба expert farmers, переехали в Калифорнию, и они были очень специалистами and фермерами. they were better farmers than the American farmers. И они были лучшими фермерами, чем американские фермеры. They could make lots of money farming. Они могли сделать много денег, просто выполняя сельскохозяйственную Still работу. today, the Punjabi farmers are very powerful. И даже в эти времена еще пенджабские фермеры, они очень They're могущественны. on strike now all over India. Они сейчас устраивают забастовки по всей Индии. So they're very good at their farming business. Они очень хороши в этом. They make the best wheat in the world. Они лучшие производители Best wheat. пшеницы. Is grown in Punjab, В Пенджабе много пшеницы. especially making chapatis. Особенно They're в very производстве soft. чапати. Очень мягенькие. They blow up like this. Они так надуваются. You see, very good. Очень вкусно. So, the Congress passed a law И Конгресс, он выпустил закон, to stop the inflow of these Punjabis. то проникновение этих пенджаби And they said only 100. Yeah, what's wrong with him? He's sick. что она If you sleep, you go back home. говорит, если вы Секторов, наверное, если вы спите, то вы отправляетесь домой. This light is no good.
Is that better? Oh, then you'll sleep more. Тогда вы будете спать еще больше. Dark. The light keeps you up. Этот свет, он помогает No, вам. if you sleep, then you should go back to your ashram. This is for learning. If you don't want to learn, then go sleeping. Если, ну, это место It's для того, better. чтобы изучать что-то. Если- Prabhupada used to do that. Do you know that? Прабхупада обычно делал это. Если In the кто-то early хочет спать, он morning, отправлял he домой. would give lectures at 7 o'clock in the morning in New York. И он давал лекции в Нью-Йорке в 7 часов утра. And he would tell people, if you fall asleep, you go to my room and sleep. Если вы засыпаете на лекции, отправляйтесь в мою комнату и поспите. So we should, if you want to sleep, then go sleep. То есть, если вы хотите спать, If you want отправляйтесь to спать. hear, then stay. Если вы хотите слушать, оставайтесь здесь. So anyone who wants to sleep, you go back to your ashram and sleep. It's better. То есть лучше отправиться домой и поспать, ну, в это время, если вы хотите. But it's better to use the human form of life for hearing. Но человеческая форма, она предназначена для слушания. I used to attend every morning and evening lecture of Prabhupada. I was 18 years old only. Мне было 18 лет, когда я присутствовал на всех лекциях утренних и It's light, вечерних. you need light. Вам нужен свет? Then I put light. Тогда я включу свет. Да. Don't sleep. Не спите. Or sleep, but go. Или спите, тогда отправляйтесь. Because it's disturbing. Иначе это разрушает атмосферу. So Rupa Goswami said, now's the time you go to you. So he goes to